Всем привет, это Александр, канал «Читаем для вас» и третья часть обзора книги Билла Бонстеттера и Джуди Сьютер «Универсальный язык диск». В первых обзорах мы разобрались в том, что же такое язык диск, и рассмотрели составляющие трех стилей – красного D – Dominance, желтого I – Influence и зеленого S – Steadiness. В этом обзоре рассмотрим синий стиль C – Compliance, соответствие. Эмоция стиля C – страх. Чем выше уровень C, тем менее человек будет склонен к риску, тем больше он будет придерживаться установленных правил и процедур. И наоборот, чем ниже уровень C, тем больше человек склонен рисковать, тем скорее он будет готов нарушать правила и отступать от установленных процедур. Основные характеристики людей синего типа C. Потребность в четкой методике, использование точной информации, перфекционизм, точность и внимательность к деталям, опора на доказательства и свидетельства. Признаки синего типа C – это интроверты, ориентированные на задачу. Они прямолинейны, они чрезмерно проявляют критичность. Они стремятся к правилам информации. Как ведут себя люди синего типа C? Покупки. Очень медленно принимают решения, покупают проверенные товары. Обстановка в офисе. Графики, таблицы, рабочая обстановка. Жестикуляция. Они сдержаны, мало жестов. Разговор по телефону, мало болтовни, все по делу. Разговор может быть долгим или коротким в зависимости от того, сколько информации надо получить. Личная беседа. Прямой разговор. Задают вопросы, уточняют. Что могут дать личности синего типа C команде? Они поддерживают высокие стандарты, определяют, проясняют, получают информацию, критикуют и проверяют. Они задают верные вопросы, уделяют внимание мелким деталям. Идеальная обстановка для синего типа C. Там, где требуется и вознаграждается критическое мышление. Задания должны прослеживаться вплоть до завершения. Техническая работа с акцентом на задачи. Специализированные сферы. Люди и шум по минимуму. Обстановка, где очень важны качества и стандарты. Общение с людьми синего типа C. Используйте продуманный подход. Добивайтесь доверия путем рассмотрения предмета со всех сторон. Нарисуйте план действий с расписанными датами и основными промежуточными пунктами. Предоставьте им информацию и время, необходимые для того, чтобы принять решение. Мотивирование людей синего типа C. Распоряжение в письменном виде. Процедуры по обеспечению безопасности. Заверение, что работа выполняется правильно. Доступные данные и информация. Начальник, который следует стратегии компании. Возможные слабые стороны людей синего типа C. Могут анализировать слишком много, аналитический паралич. Слишком критично относятся к другим и себе. Рассказывают об идеях, а не продают их. Чтобы начать эффективно общаться с людьми, описанными в этой части обзора, делайте следующее. Запомните основные характеристики высокого уровня C. Напишите список тех, кто, как вы считаете, относится к типу поведения высокого уровня C. Адаптируйте свой стиль общения, чтобы эффективнее общаться и лучше понимать людей с высоким уровнем C. Знакомясь с новыми людьми, используйте приведенные выше определения и выделяйте тех, кто может принадлежать к типу с высоким уровнем C. До сих пор мы знакомились с чистыми стилями D, I, S, C. Но есть большая вероятность, что у человека будет проявление и других стилей. Поэтому рассмотрим промежуточные значения каждого из стилей. D – доминирование. Эмоция стиля D – гнев. Чем выше показатель D, тем более человек склонен терять самообладание. Моментально выходит из себя 100% D, 90% требовательный, 80% амбициозный, 70% непреклонный, 60% азартный, 50% D любознательный, 40% консервативный, 30% осторожный, 20% скромный, 10% ненавязчивый. Держит себя в руках 0% D. I – влияние. Эмоция стиля I – оптимизм, доверие. Чем выше показатель I, тем более человек склонен видеть во всем хорошее и проявлять высокую степень доверия. Оптимистичный – 100% I. 90% I – вдохновляющий. 80% энтузиаст. 70% убедительный. 60% общительный. 50% склонный к размышлениям. 40% I – расчетливый, 30% сомневающийся, 20% тревожный, 10% критичный, пессимистичный, 0% I. S – постоянство.
Эмоция стиля S – неэмоциональность. У человека стиля S есть чувства. Однако, чем выше показатель S, тем менее человек склонен проявлять или демонстрировать свои эмоции. Скрытный – 100% S, 90% S, спокойный – 80%, терпеливый – 70%, предсказуемый – 60% S, последовательный – 50%, стабильный – 40%, мобильный – 30%, нетерпеливый – 20%, импульсивный – 10% S, сверхнапряженный и экспрессивный – 0% S. C – соответствие. Эмоция стиля C – страх. Чем выше показатель C, тем более человек склонен следовать правилам из страха допустить ошибку или промах. Страх – 100% C, 90% C, уклончивый, 80%, предусмотрительный, 70%, аккуратный, 60%, тактичный, 50%, рассудительный, 40%, упрямый, 30% C, самоуверенный, 20%, самодовольный, 10%, невнимательный и очень склонен к риску, 0% C. Еще больше деталей, рекомендаций и примеров можно найти в самой книге. Прочитайте ее целиком. Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезным. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!